Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Чингук – самый стойкий мужчина на планете, и это факт. Ибо никто, слышите? Никто и никогда не смог бы выдержать этой пытки, при этом сохранив лицо на камеру и штаны тоже. Девятое место. Как Тэхён оживился, когда Чингук стал говорить. Да, в тот период он по-настоящему улыбался только из-за Чингука. Этот момент всегда разбивает и склеивает сердце заново. Восьмое место. Безопасное и надежное место Чингука. Эти взгляды громче всех слов. Друзья так не смотрят. Седьмое место. Тэхён потерялся в Чингуке. Это так мило. Шестое место. Такой красивый момент. Они не могут оторвать взгляд друг от друга. Пятое место. Кто бы ни говорил, глаза Чингука всегда на своем мужчине. Немного отвлечемся. Тэхён в Инстаграм. В Твиттере уже теории пошли. Отношения, которые становятся вечными. Затем желание, которое представляет собой слово, образованное из букв «друзья», которые скреплены красной нитью, что означает «судьба». Если вы хотите превратить отношения из дружбы в нечто иное или выйти на другой уровень отношений, вы кормите человека, заботитесь о том, чтобы он был сыт и накормлен. Тэхён – сторонник захвата сердца через желудок. Кстати, не только Тэхён сторонник этого, но и сам Чингук. Возможно, это всего лишь слухи и догадки фанатов, но все же. Если это правда, что Чингук военный повар, то это просто потрясающе. Многие мужчины в армии хотели бы получить такую должность в любое время и в любой день. Спросите корейца, и он захочет быть на этой должности. Никакого солнца, снега, дождя, никаких издевательств со стороны старших, никаких ненужных заданий и так далее.
Вы, ребята, действительно не представляете, что делают в корейской армии. Другие популярные профессии – повар, водитель, офисный работник. Чунгук любит готовить, экспериментировать, поэтому это для него как отдушина. В заключительной части одни и те же слова появляются во всем видео, но с красной нитью, которую они распутывают так, что она становится концом. Это напоминает о теории красной нити. Невидимая красная нить соединяет тех, кому суждено встретиться, независимо от времени, места или обстоятельств. Нить может растягиваться или сжиматься, но никогда не ломаться. Эта теория возникла в восточной культуре, особенно для Китая и Японии. Тыгу делят красную и синюю нить. Но зачем Тэхён повесил сначала на себя две нити, а потом Чунгук снял синюю и себе забрал, а Тэхён его за ухо еще потрогал? Это любопытно. Они все делят на двоих. Сана Акрут, марокканская актриса и режиссер, опубликовала фотографии Тыгу и выразила свое мнение об их отношениях. Если они просто друзья, то эта пара птиц вернула мне доверие дружбы. Если у них любовные отношения, то они покорили мое сердце. Сафае Бирку, марокканская актриса и модель, также понравился этот пост, где Чунгук крепко обнимает Тэхёна за талию, и она поставила сердечко в комментариях. Авторы короткометражного фильма Тэхёна являются андеграундными арт-директорами и модными редакторами, известными своими короткометражными фильмами о моде для известных брендов. Тэхён объединил свою любовь к искусству, моде и музыке в одном фильме. Новое фото с Тэхёном в рамках рекламной кампании «Кафетерия». В Гугле Чунгук числится в жанре поп. Напомним, что Чунгук сказал: «Я кореец, но я хотел бы быть единственным певцом, который может переключаться между кей-поп и поп-песнями». СМИ поделились подробностями предстоящей вечеринки Тэхёна, которая пройдет 16 марта. Будет установлен экспериментальный стенд, где можно будет насладиться новой песней различными способами, например, просматривать фотографии Тэхёна и музыкальное видео Тэхёна, написать письма непосредственно для Тэхёна, чтобы он их прочитал, и послушать голосовые сообщения, оставленные Тэхёном перед зачислением в армию. Представители компании заявили: эта пати состоит из 3 этажей, и каждое пространство тесно связано с темой новой песни. Пати создано для того, чтобы посетители могли хорошо провести время. Мы готовим галерею, где можно будет просматривать концептуальные фотографии, фотозону, воссоздающую сцену из клипа на песню, и специальные подарки. Мы подарим фанатам день, похожий на подарок. Четвертое место. Чунгук, мы тебя понимаем, мы тебя прекрасно понимаем. Это так мило. С ума сойти от такой красоты. Не только Чунгук, полмира залипает на красоте Тэхёна и его безграничном обаянии. В глазах Чунгука как будто течет любовь. Третье место. Мужчины неосознанно говорят низким голосом с человеком, который им нравится.
여러분, 여러분 뭐야? Как по голосу понять, что мужчина влюблен? Эксперты выяснили любопытную закономерность. Наблюдаем, как он с вами говорит, и делаем выводы. Исследованиями на тему, как влюбленные мужчины невербально подают сигналы о чувствах, наука занимается давно. Голос и тембр речи – одни из инструментов для донесения нужного посыла избраннику. Например, известно, что у мужчины меняется голос, когда он влюбляется. Мужчины будут бессознательно понижать голос, чтобы сделать акцент на своей мужественности. Звук мужского голоса, в том числе тембр, интонация и характерный окрас, оказывают влияние и удивительные эффекты на восприятие другими людьми, а особенно объектом внимания и желания. Были проведены ряд исследований, при помощи которых ученые пытались выяснить, какие именно мужские голоса являются наиболее приятные и почему. Профессор Дэвид Фенберг проводил исследования мужских голосов на предмет того, какому тембру больше всего доверяют. Профессор сразу же заявил, что мужчины с высоким уровнем тестостерона часто имеют низкие голоса. И именно этот природный аспект по звуку инстинктивно считается лучше. Однако на деле оказалось немного иначе, и не все женщины готовы доверять мужчине с очень низким голосом. А вот низкий мужской бархатный баритон оказался самым располагающим и доверительным голосом, который почти все объекты, принимавшие участие в тестировании профессора, назвали желанным. На многочисленных примерах они доказали, что мужчины для привлечения внимания часто подсознательно меняют тембр голоса. В частности, было много раз отмечено, что кавалеры максимально понижают свои голоса для привлечения внимания. Американские психологи предполагают, что подобные ухищрения наличествуют у людей от природы. Известно, что самцы некоторых животных посредством низкого голоса не только демонстрируют соперникам свою физическую силу, но и пытаются застолбить за собой выгодную территорию, привлечь для спаривания самку. Поэтому мир дикой природы наполнен множеством голосов, а человек интуитивно использует лишь несколько тембров, которые остались в его генетической памяти. К их удивлению, почти все объекты, которые участвовали в серии экспериментов, самым желанным выбрали монотонный мужской голос. Не занудный, а именно монотонный, без переходов на высокие тона и излишнюю выразительность. Американские психологи определили, что такой голос воспринимается очень желанным. В нем подсознательно чувствуется независимость, власть и сила. Обладатель такого голоса словно демонстрирует, что он контролирует ситуацию. Он мужественный и не боится опасности, поэтому на мужчин подобный тембр оказывает удручающее воздействие. За спокойствием кроется сила и уверенность в победе в потенциальном конфликте. Поэтому объекты желания воспринимают такого кавалера как умного лидера и надежного защитника, с которым ощущают себя как за каменной стеной. А это важно для завоевания сердца. Второе место. Они ведут себя как парочка. Чингук взял Тэхёна за руку. Тэхён застеснялся. Бесконечная сага. Я смотрю на тебя, и я люблю тебя. Красивая поза Чингука для Тэхёна, который выглядит как в своей стихии с камерой. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Любовь с первого взгляда. Чувство, при котором человек испытывает одномоментное, сильное и в конечном итоге длительное романтическое влечение к незнакомцу, впервые его увидев.
Когда вы смотрите в глаза другому человеку, происходят волшебные вещи. Короче говоря, они отправляют в наш мозг сообщение, подтверждающее притяжение, а затем зацикливаются на цикле. Чем длиннее цикл петли, чем сильнее чувство или тяга к человеку, которого вы чувствуете. Они объединяют вас, используя химию, и делают настолько хорошую работу, что могут даже заставить вас сомкнуться губами, тем самым усиливая химические реакции, происходящие внутри. Поэтому, когда кто-то признает, что между парой существует химия, они говорят буквально. Первое место. Желание Чингука исполнилось, он стал парнем Тэхёна. Желание Чингука на его день рождения в 2016 году. Я должен стать твоим парнем в будущем. День рождения Чингука в 2020 году. Вопрос. Чингук, чего ты желаешь? Тэхён отвечает за Чингука. Ему нечего желать, все его желания исполнились. Признание в любви. Хочу напомнить вам о письме Тэхёна Чингуку, где была та самая фраза «Я всегда смотрю на тебя, я люблю тебя». Это было 5 лет назад, в день рождения Чингука. Тэхён написал ему письмо. «Чингук, я вижу тебя сейчас, так как ты прямо передо мной. Как ты? С днем рождения! Как я могу наблюдать, ты сейчас занят с Юнтаном. Я всегда смотрю на тебя. Я так сильно люблю тебя. Ты очень удачлив, раз можешь провести свой день рождения с фанатами. Хорошо проведи время в этот особенный день». На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!